вы спрашивали, очень многие спрашивали под одним видео, а где Февральск? И, собственно, вот. Добро пожаловать в рабочий поселок Февральск, Амурская область. Население около 3400 человек. И станция Февральск относится к дальневосточной железной дороге, не электрифицирована, и это 3019 километр. Шефским же коллективом при строительстве населенного пункта был Красноярский край, но саму дорогу строили, естественно, воины-железнодорожники, как принято на Восточном Базе. И тут даже есть такой закладной камень, памятник, где указаны номера войсковых частей, которые занимались строительством железной дороги здесь. Может быть, кто-нибудь из вас найдет свою часть. Станция открыта была в 1989 году, а сам Февральск возник в 1974. В 1982 году он получил статус рабочего поселка. Любят, однако, кстати, критиковать РЖД за то, что они вот вокзалы всякие архитектурные не очень зашивают в сайдинги. И в некоторых местах так посмотришь, как будто бы даже и неплохо там. По цвету подобрали, как-то общий вид, общий посыл оно не меняет. Но взглянув здесь на вокзал в Ральске, это, в общем, ужасно. Вот для сравнения, как он выглядит сейчас со стороны перрона. И вот фотография, как он выглядел ранее. Ну, вообще другое, да? И то же самое теперь с привокзальной площадью. Как он выглядит сейчас и как он выглядел ранее. По-моему, результаты разница налицо. И это тот случай, когда хоть и не слишком уж архитектурное здание, но тем не менее со своим лицом зашили, да просто зашили сайдингом. Конечно, наверняка стало теплее, там теплоэффективность стала выше и все прочее, но сейчас это выглядит как обычная какая-то коробка, ничего более. Очень жаль. Памятник воинам-февральцам. Здесь рядом находится еще село. И вот это, я думаю, воины, погибшие оттуда. Тут такая небольшая местная, ну, как сказать, концертная площадка, наверное. Тут даже сцена, трибуна. И тут вот такая вот еще вывеска. И любопытно, получается, вот ели возле железнодорожного вокзала со стороны перрона вот посажены вполне себе известными людьми. Особенно космонавтом Виктором Савиных. А вот и местная церковь. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Приход здесь основан в 1996 году, а в 2012 произошло освящение вот этого новопостроенного здания. Опять же признак северного поселка. Бетонные плиты. Вообще хорошо, что хотя бы они есть, а не просто грунтовка. СМП 764, 1996 год. Выходит, что еще даже в 90-е дома тут все еще строили. Цивилизация прям. Поле-то хорошее. Одно поле баскетбольное.
беговые дорожки. Здесь вот площадка для детей поменьше, чтобы там подтягиваться и прочее. Тут рядом с этой площадкой находится вот детский сад. Рядом с детским садом находится детская школа искусств. А вот это огромная местная школа. И за школой обнаружено еще 2 спортивных поля. Поменьше, но также в отличном состоянии. Видать, построили недавно. И тут же местный недострой. Хотя откровенно брошенных домов я пока еще не видел. Вот опять пример сайдинга. Какие симпатичные бетонные голубые балконы. И вот, пожалуйста, кто-то обшил один сайдингом. Ну, белая ворона, я бы даже сказал бы зеленая ворона на фоне этого всего. Ну, явно не дом культуры ПГТ Февральск, если верить Яндекс.Картам, да? Но, во всяком случае, тут такой вот интересный дом. Отдельно вот красные кирпичи делают акцент, не просто белые стены. А нет, с другой стороны, действительно, это дом культуры. Все верно. Обнаружен еще один интересный артефакт инженерной мысли. Обычно всякие там сараи, гаражи из вагонов, ну, никого особо не удивляют, они делаются из каких-нибудь там крытых вагонов. А это же сварен из полувагонов. Вот видно даже вот как раз ребра жесткости, там внизу тара, надпись «Построен». Класс. Февральск, в отличие от большинства населенных пунктов вот этого нового БАМа, который 70-х, 80-х годов, все-таки соединен с большой землей постоянной автодорогой. Так, например, отсюда ездит автобус на Белогорск, а оттуда уже куда угодно. И даже вот здесь видно большое скопление всяких грузовиков. И, в принципе, автомобильное движение тут, ну, для здешней местности достаточно интенсивное. Да и знаков везде на дорогах понапихано, хоть и дороги грунтовые, но все равно знаки, столбики, все есть. Февральск находится на так называемом Селимджинском тракте между реками Селимджа и Бысса. По названию реки Бысса, возле которой мы сейчас и находимся, возможно, от тюркского это туман или пасмурная погода, а от эвенкийского это пояс. Люди вон там дальше вполне себе купаются, отдыхают. Я думаю, вода тут должна быть приятная, хотя течение достаточно быстрое тут. О, да, вода просто шикарнейшая, просто отличнейшая. Казалось бы, речка да речка, но посмотрите, какие тут огромные моллюски живут, оказывается. Что-то немыслимое. Что ж, река Бысса, вид с моста. Теперь пора обратно в сторону Февральска топать. Вот тут обнаружился целый ряд магазинов. Торговый центр в некотором роде. Что ж, снова позади вокзал. Вода выпита. Вещи скинуты. Теперь нужно двигать на запад. Бетонные плиты. О, даже асфальтом, ничего себе.
В любом случае, нужно сейчас пешком выйти на трассу, там попытать счастье. Но перед тем, как дойти до трассы, обнаружена вот такая вот заброшка. Старая заброшка, но с таким весьма интересным орнаментом. Кто знает, что это было? Какая-то стоянка автомобилей грузовых очередная. Да, мне туда. Добро пожаловать в село Февральское. Население примерно 250-300 человек. Основано оно было в 1896 году переселенцами из центральных частей губерний страны. И Февральское оно было названо, потому что прибыли сюда переселенцы в эти места как раз таки в феврале месяце. Тут была самая вьюга, пурга и вообще страшная погода. И в принципе февраль считается самым таким суровым месяцем здесь. И Февральск, рабочий поселок, из которого только что прибыл, он был и назван как раз таки по селу Февральское, которое находится здесь сейчас. Совместно Февральское и Февральское образуют вместе поселок городского типа Февральск населением около 3000 человек. И, пожалуй, не знаю, единственным развлечением, которое мне здесь удалось найти здесь в Февральском, это местная библиотека и вот такая вот игровая спортплощадка перед нею. Между селом и поселком даже ходит автобус. Достаточно редко, но спасибо и на этом. Вот, вышли за пределы села Февральское. Улица Центральная, по которой сейчас шел. Вот эта улица с таким звучным названием — Экспедиционная. Ни разу такой не встречал. Дошел наконец-то практически. Через дорогу, правда, тут кладбище, но ничего. Весьма жаль. Я надеялся увидеть какое-то старое здание терминала или чего-нибудь такого. А здесь по факту ничего. Если что, это аэропорт Февральск. Нужно в экстренном порядке возвращаться в более-менее цивилизацию. Потому что мошки меня тут сейчас с ума сведут. Они летают вокруг лица. Фу, извиняюсь. И пытаются влезть в глаза, нос, уши. И не дают покоя. Вот приходится отмахиваться от них. Ужас какой-то. Как приятно снова вернуться в село. Тут мошка и прочая летающая гадость почти не достает. И знаете, как это приятно? Вон кто-то себе кусок пассажирского вагона даже смог раздобыть. А вот это у нас бычок. Его стоит обходить стороной, конечно же. А то посмотрит как-нибудь недобро. И все. Ранее я говорил о том, что Февральск находится на Селимджинском тракте между реками Бысса и Селимджа. Быссу мы видели, вот же Селимджа. И непосредственно на берегу этой реки находится село Февральское. А Селимджа же с эвенкийского это железо, железная река, железистая, опасная селение.
И река, безусловно, имеет очень серьезное течение. Я бы даже еще сказал бы, что помимо течения, она очень глубокая. Потому что тут сразу идет такой обрыв, и дальше дно. Где-то, наверное, мне по пояс будет. А дальше уходит, 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 и все. Хотя вот с той стороны у нас, видимо, пологий берег. Сразу вот отмель. Всякие там бревна, которые принесло течением и прочее. Вода у нас, тем не менее, такая свежая достаточно. Странно как-то солнце затянуло. Может быть из-за лесных пожаров, но вроде запаха дыма не чувствую. Хотя вообще как-то тут, ну как будто в какой-то действительно дымке. Но запаха горения, в всяком случае, действительно не чую. Сначала я думал, говорить об этом или не говорить. Это как бы не совсем относится к повествованию Февральска. О Февральске, но это в целом относится об этом цикле, да. Ехать долго, ехать далеко, и может возникнуть вопрос. А где я, собственно, скажем так, занимаюсь гигиеническими вопросами? И тут несколько ответов. Первый – это на самих железнодорожных вокзалах часто есть, не во всех, часто есть услуга душ. Обычно она стоит рублей 200, платишь, идешь, купаешься, все, молодец. А другой вариант – это в поездах дальнего следования. Есть штабные вагоны, и там зачастую, опять же, в поездах предлагается услуга душ 150 рублей. Но, опять же, не во всех поездах дальнего следования, скажем так, те, которые просто ночные, да, до 8 часов идут, там нет штабных вагонов. А те, которые прям идут далеко-далеко, там есть. Но и опять же, вот поезд, вот этот вот, который здесь ходит на Восточном БАМе, единственный, Тынды-Комсомольск, например. Он дальнего следования 1,5 суток идет, но и штабной вагон в нем есть, но услуги душ нет. Следующий вариант – это новые вагоны, в частности плацкартные и двухвагонные сцепы. Это там, где вот отсутствует по каждой стороне по тамбуру. И там, помимо того, что находится просто туалет, есть еще туалет, который с душем вместе. Они даже вот в приложении РЖД пассажирам специально отдельная схема есть для них. И показано, что там есть душ. И, собственно, что, пошел туда, покупался, все, молодец. Но что же делать, если все эти варианты недоступны? А вот что делать. То же самое, что я и сделал сейчас. Река чистая, течение хорошее, людей в округе нет, свежесть обеспечена. Вот так это приходится выживать. Что ж, местечко, конечно, хорошее, но надо возвращаться обратно на пыльную трассу и двигать в сторону Февральска. Февральское все. Пока-пока. Теперь можно спокойно ловить машины с обеих дорог. И с экспедиционной, и с центральной. Потому что ездят и по той, и по той. Вот, снова Февральск. Вот так вот, с ветерком добрался обратно. На ранее встреченном баннере было указание на то, что эти ели посадили видные люди. По итогу вышло, что нигде в сети интернет по этому поводу ничего не написано, кроме того, что поездка космонавтов на БАМ действительно была в июле 1988. Согласно баннеру, высадка ели была 21 июля того же года. Но все же, кто же эти люди? Я уже поминал про Виктора Петровича Савиных, дважды Героя Советского Союза, летчик-космонавт. Наиболее известен его полет с Владимиром Александровичем Джаныбековым к станции «Салют-7» в 1985 году. Станция к тому времени уже полгода как не отвечала и медленно снижалась с орбиты. Но задолго до этих событий Виктор Савиных служил в 19-й железнодорожной бригаде и участвовал в строительстве железной дороги. Анатолий Яковлевич Соловьев, советский и российский космонавт, последственно летал в общей сложности 651 день.
Рекордсмен по количеству выходов в открытый космос – 16, и суммарной продолжительности работы в открытом космосе – 78 часов 48 минут. Но это все было позже, а на момент посещения БАМа он только месяц назад совершил первый полет в космос совместно с Савиных. В том же полете вместе с Савиных и Соловьевым третьим членом экипажа был Александр Панайотов-Александров, болгарский военный летчик и космонавт, герой Народной Республики Болгария и герой Советского Союза. Четвертым же в этой делегации был Красимир Михайлов-Стоянов, болгарский летчик. Он был дублером болгарского космонавта Александрова. В космос так и не полетел. И снова вокзал. Что еще хочется добавить? Здесь недалеко, в примерно 120 километрах, находится Сугодинско-Огоджинское месторождение, крупнейшее угольное месторождение в дальневосточном регионе. Суммарные ресурсы месторождения по разным оценкам колеблятся от 370 миллионов до 1,5 миллиардов тонн каменного угля. В переводе с эвенкийского Огоджа – речка, которая дышит, парит, покрывается наледью и не замерзает. Сугода – стремительная, звонкая, говорливая. Это месторождение до недавнего времени практически не осваивалось, но в 2023 году начато строительство подъездных путей Февральск-Огоджа длиной 140 километров. Это уже вторая частная железная дорога, принадлежащая угольным компаниям на Дальнем Востоке, после частично построенной до Эльги линии Улак-Эльга-Мыс-Манорский. Железная дорога Февральск-Огоджа вдохнет в БАМ еще больше сил и энергии. Но, как говорят, БАМ работает сейчас на пределе своих возможностей, и это значит, что его нужно расширять дальше. Куда мы без БАМа? Ну а Февральск, как и многие населенные пункты здесь, особенно на Восточном БАМе, это поселок железнодорожников, жизнь которого связана только с железной дорогой в основном. Ну а мне пора дальше. Поселок Этыркен, ранее Этыркан, население около 600 человек. Железная дорога была проложена воинами-железнодорожниками в 1980-м. В 1982-м открыто временное движение. В 1985-м сдали участок в постоянную эксплуатацию. Но это была только железная дорога. Годом основания поселка считается 1981, когда прибыли первые гражданские строители для возведения поселка. В 1982 образован поселковый совет, далее расширение поселка, школа, больница, детский сад, жилье. По этимологии от эвенкийского «этыркен» – старый дед или дедушка, «этыркен» – гнилое болото, гиблое место, «этыркан» – 3 реки или рыбное место. Шефский коллектив – Куйбышевская область, ныне Самарская область, и это 3162 километр БАМа. Поселок Колонка, население около 400 человек. Основан в 1975 году, когда прибыли первые строители Молдавстройбама. Капитальное строительство началось на год позже. Железная дорога в поселок пришла в декабре 1978. Поселок назван в честь горной речки, находящейся в 20 километрах от поселка. Алонка от эвенского – гиблое, голодное место, но с якутского как сказка – сказочное или место сказок – легенд. Шефский коллектив – Молдавская ССР, и это 3247 километр БАМа.